Здравствуйте, мои юные любители халявы. Итак, вышла очередная мем-игра, которая достойна вашего внимания. Все помнят Dogecoin, Shiba Inu, а также стоящий в сторонке Notcoin, который тоже в основе имел схожую динамику игры. Поговорим сегодня про монету, которая называется Hamster Combat, ну или в простонародье называется хомяк. Все про него сейчас говорят, поэтому давайте его как раз таки обсудим. Вы пока подписывайтесь, нажимайте лайк и поехали! В основе Hamster Combat, в простонародье хомяка, лежит до безумия простая динамика. Нажимаешь бесконечно на экран, ну точнее на хомяка, получаешь награды в виде дополнительных монет, прокачиваешь своего персонажа и таким образом получаешь еще больше монет. С одной стороны, есть обещание, что в дальнейшем эта криптовалюта выстрелит, то есть пойдет вверх и только вверх. Ну вы помните всегда, все мем-валюты всегда вам обещают, все будет идти вверх и только вверх. Но пока что это выглядит не более чем невнятный лохотрон. Но справедливости ради нужно сказать, что на сайте они не обещают ничего сверхъестественного. Там расписано по порядку все, что будет происходить с монетой, то есть по их личным ощущениям, да, то есть что они будут делать дальше. Но никаких гарантий, никаких обещаний, ничего такого нет в принципе. Самое главное, что нужно понимать, что вы инвестируете свое время и внимание вот именно в эту монету. Почему я думаю, что эта монета имеет явные проблемы? Самое главное, это потому, что эту игровую монету никак невозможно конвертировать в деньги. Можно лишь получать бонусы за привлечение друзей, а также за покупку различных карточек и произведение бустов. Но вы не можете ее впоследствии обменять на что-либо. То есть вот ваше количество монет аккумулируется, но пока что вы не можете ничего с этим сделать. Второе. Несмотря на то, что можно выбрать криптобиржу для последующего вывода денег, и выбор довольно большой, то есть много разных бирж, я не заметил там вот таких важных бирж, как, допустим, Coinbase. Их просто там нет. И это очень странно, но это дает некоторое понимание, что в основном люди выводят в криптобирже так или иначе как-то связанные с русским следом. То бишь теми криптобиржами, которые пользуются непосредственно русские, что дает впоследствии размышления о происхождении этой криптовалюты или этого мемкоина, скажем так. Есть предположение, что стоимость этой монеты будет варьироваться в пределах пары долларов за миллион монет. Что, в принципе, в таком случае ваше потраченное время никак не окупится. Судя по официальной информации, в качестве монеты будет использоваться Toncoin. А эта монета, как мы все понимаем, связана с Павлом Дуровым и его мессенджером Телеграмом. Далее мы плавно переходим к другому пункту, а этот пункт является вот чем. Русский след. Мне трудно судить со стопроцентной вероятностью, но есть такая уверенность, что во главе этой валюты, то есть те люди, которые непосредственно создали эту криптомонету, являются русскими или близко к русским, скажем так, мягко выражаясь. Вот. А также, что большинство пользователей русскоязычные. Достаточно взглянуть на победителей на каждом уровне, большинство имен там русские. Монета Toncoin, работа исключительно в Телеграме. Основные игроки, а также использование образа хомяка как раз таки создают это впечатление. Итак, что мы имеем в целом и общем? Это монета про хайп и ничего кроме хайпа. Судя по новостям, мы скоро сможем увидеть, вроде как в июле, то, что листинг монеты будет происходить и вскоре можно будет поменять ее на реальные деньги. Либо на что-то другое, например, NFT, да, то есть какие-то такие игровые монеты, которые можно использовать в других целях. Непосредственно не реальные деньги, а что-то вот такое. Либо в другую криптовалюту непосредственно перевести, да, то есть перебросать разные вариации. Но, скорее всего, это будет просто монетки, которые работают на сети Тон, и вот непосредственно с ними что-то сможете делать. Посмотрим. Далее, игровая механика. Игровой механики никакой здесь нет, вообще никакой. Любой бомж с улицы с одной извилиной в мозгу сможет кликать и набирать очки. Не могу себе представить, что кто-то из интеллигентных думающих людей будет постоянно нажимать и кликать кликать в бездну на этого хомяка, да? Непосредственно у нас у всех есть такое желание порой там что-то понажимать, покликать, но я не могу представить, что люди бы играли в это целыми днями и ночами, потому что это просто тупая трата времени на абсолютно ерунду. Кстати говоря, это интересно с точки зрения тестирования и автоматизации. То есть я как тестировщик могу сказать, что это весьма интересно попробовать автоматизировать эту игру, что является тоже несложным. То есть можно поставить эмулятор Android, допустим, того же на компьютер, запустить процесс кликания и поставить его так в автоматизированном режиме, нажимать целый день. Можно запустить несколько разных эмуляторов, разных телефонов и просто чтобы он постоянно бесконечно кликало и уйти дальше куда-то гулять и заниматься своими делами. То есть да, в таком случае, конечно же, можно говорить о том, что это имеет какой-то смысл. Хотя имеет это смысл в основном просто, так сказать,
научный. То, чтобы понять, как это все автоматизируется, как это работает, заодно еще и узнаете, что такое тестирование и автоматизация тестирования. То есть весьма интересно. Кстати говоря, у меня еще есть другие видео про автоматизацию тестирования. То есть это весьма может быть вам интересно. То есть посмотрите у меня на канале. Далее, что можем еще сказать? У них есть YouTube канал, и это одна из немногих интересных особенностей этого сообщества. Кстати говоря, сообщество очень быстро растет, там уже более 20 миллионов пользователей, то есть, которые подписались на этом канал. И знаете что? На этом канале нет ничего интересного, кроме какой-то, пожалуй, просто базы о криптовалютах и все, что связано с ними. Но, возможно, на фоне этого, да, на базе этого получится создать какой-то интересный контент. То есть посмотрим, что впоследствии будет. Может быть, там что-то будет интересно. Хотя, если честно, скорее всего, я думаю, что там будет в основном реклама и ничего интересного, связанного с обучением непосредственно вас, торговлей, криптовалютой и связанного с этими делами. То есть, скорее всего, это будет использоваться именно в коммерческих целях конкретными этими людьми. То есть не ожидайте, что это будет что-то такое. Но кто его знает? Опять же, мы не знаем, что будет в конце концов, и может быть реально что-то будет интересное. Главный итог этого всего. Вкладывать свое время в игру или нет, решать вам и только вам. Я бы посоветовал сфокусироваться на изучении криптовалют в целом. То есть, чтобы понять, что такое криптовалюта, как им пользоваться, как покупать монетки, как продавать. И понять, как, в принципе, наращивать этот капитал, криптокапитал, да. Но именно фокусироваться на этой конкретной монете я бы не советовал, потому что еще пока неизвестно, что с этим будет. Конечно, потыкать, понажимать, попробовать, почему нет? Позвать друзей, поиграться, ну, можно пару дней. А так, конечно же, я не советовал бы вам тратить на это все свое драгоценное и важное время. Халявный сыр, он ведь только в мышеловке, правильно? Правильно. А оказаться самому в этой мышеловке не самое логичное решение. Многие мемкоины не имеют реальных применений и могут существовать только благодаря пиару, хайпу и вот таким подобным вещам. Мы можем это увидеть на примере многих других мем-валют. Они как быстро взлетают, так же быстро и падают. То есть, собственно говоря, никакой динамики в этом нет. Какой-нибудь Илон Маск напишет в Твиттере какой-нибудь пост, и на основе этого быстро популярность взлетает. И, соответственно, цена монеты тоже. Потом также быстро все это падает и рушится. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и успехов, увидимся скоро.